Человек будущего, он какой? Если мы с вами сразу отделаемся от всех антиутопических представлений, вроде образа чипированного человека, который силой мысли включает чайник, то что нам остается? Вот тот самый мистический человек будущего. Какой он? Или каким, исходя из нашего представления сегодня, он будет? Для меня этот вопрос важен не просто сам по себе. Мне кажется, что от того, каким мы сегодня представляем человека будущего, напрямую зависит то, какую школу мы создадим завтра. Также какие качества мы поддерживаем и будем в дальнейшем поддерживать в наших детях. Привет, меня зовут Мария, я Монтессори-педагог и директор школы. Этот подкаст я создала, чтобы вместе с вами исследовать детство и школу будущего. Мне хотелось бы именно исследовать образ того, каким образование и школа может быть в будущем, да, движется вообще человечество, и в чем оно будет нуждаться в ближайшие и последующие годы. Сегодняшний эпизод я хочу посвятить теме, которая, на мой взгляд, является некой путеводной звездой. Человек будущего, он какой? И мне самой интересно поизучать, почему мне так сложно его представить, почему он мне видится каким-то иным, загадочным, и мне как будто этот образ человека будущего сложно поймать и удержать. Может быть, это происходит потому, что будущее покрыто тайной, иногда нам боязно даже попытаться туда заглянуть. Ну и к тому же многие из нас наверняка слышали мнение о том, что в ближайшие 20 лет мир изменится до неузнаваемости. Но я сама сразу хочу сказать, что не считаю, что все потеряно, что человечеству грядет конец, что мы вырождаемся, что люди теряют человеческое лицо. Я в целом не считаю, что с точки зрения своих качеств или поступков человек ведет себя сейчас иначе, чем когда-либо еще. Но при этом я сама прекрасно вижу, что мы живем в эпоху очень быстрых изменений. И я сама зачастую себя чувствую балансирующей между интересом к новым технологиям и желанием бегать босиком по лесу. Я верю, что каждая эпоха приносит нужных людей с теми качествами, которые этой эпохе нужны, качествами, которые позволяют решать проблемы именно этого времени. И при этом есть те качества, которые нас объединяют и будут цениться всегда, несмотря ни на новые технологии, ни на поколенческие разногласия или на что-либо еще. Но поскольку мы с вами живем в этой нестабильной эпохе, я все-таки предлагаю нам вернуться к истокам неким, скорее к моим педагогическим истокам. И так как я Монтессори-педагог, то хочу вспомнить теорию Марии Монтессори. И на время этого подкаста я предлагаю вам зацепиться за эту теорию как за некий якорь, за некую опору, через которую можно исследовать и рассматривать и прошлое, и настоящее, и заглянуть в будущее человека. Главная мысль Марии Монтессори состояла в том, что человек по своей природе стремится к позитивному взаимодействию с окружающей средой. Интересно, что она говорила не о том, чему нужно именно доучить ребенка. Она скорее говорила о том, какие качества уже заложены в нем по праву его рождения. И она их называла тенденциями человека. Эти тенденции присущи всем детям, и они проявляются по-разному на разных этапах развития. Итак, давайте поговорим о том, какие же тенденции она выделяла. Итак, это исследование. Исследование — это когда маленький ребенок может очень долго, очень много времени мыть руки, смотреть на то, как течет вода из крана, с удивлением наблюдать, как образуется мыльная пена, или подолгу рассматривать муравьев в саду. Или когда подросток пытается создать свою первую музыкальную группу, понять, какие бывают социальные роли, или исследует границы, пытается их двигать периодически. Также, когда взрослый человек пробует новую сферу работы, ищет то, что ему больше по душе. Когда Монтессори-педагог, например, исследует каждого ребенка, пришедшего в его класс. Ну или когда я пытаюсь понять, как вообще записываются подкасты. Вот это все про исследование. Ориентация. Это и про внешнюю ориентацию и во времени, и в пространстве, но и есть, конечно, ее психологические проявления. Вот мы можем представить себя, взрослых, где-то в новом месте, когда все наши ориентиры слетают, и хочется просто у кого-нибудь попросить какого-то проводника, чтобы нам подсказали, рассказали, ну, либо время и опыт, который нам поможет начать ориентироваться самостоятельно. Это еще когда ребенок, ну и взрослый, кстати, стремится понять, где его место, какие правила действуют в группе некой,
какие роли он может играть в этой группе или в целом. Например, на площадке ребенок наблюдает, как дети договариваются или играют во что-то, а затем и сам пробует в это включаться. Возвращаясь к Монтессори среде, к Монтессори классу, можно привести пример того, что у каждой вещи есть свое место. И это помогает ребенку ориентироваться в пространстве и способствует чувству безопасности. В целом, важной частью работы Монтессори-педагога является создание контакта между средой и ребенком. И в первые дни обучения, когда приходит новый класс, это во многом о физической ориентации в пространстве. Следующая тенденция — это порядок, которая тоже связана с ориентацией, так как порядок помогает нам ориентироваться. Ну и можно вспомнить какой-нибудь банальный пример о том, когда мы потеряли наушники или ключи перед уходом, вот, да, как мы себя чувствуем в этот момент. Можно поговорить об этом вообще в другом масштабе и вспомнить, что слово «космос» в переводе с греческого обозначает порядок или устройство. В Монтессори-классе ребенок сам выбирает материалы и после работы возвращает их на место, что удовлетворяет его потребность в этой самой структуре, в порядке. И определенный порядок есть также в том, как именно предметы лежат на подносе. Но об этом можно поговорить в другой раз. Все это в целом делается именно из уважения к ребенку и его психическому развитию. То есть, таким образом, внешний порядок способствует постепенно построению внутреннего, некой внутренней опоры, про которую мы часто говорим. Ребенок знает таким образом, как ему действовать в той или иной ситуации и может постепенно учиться, куда ему классифицировать, так сказать, тот или иной опыт. То есть, еще раз подводя итог, внешний порядок постепенно становится внутренней опорой. Следующая тенденция — работа и повторение. Это тенденция к длительной, сосредоточенной деятельности. Например, ребенок шлифует деревянную дощечку 20 минут или обводит одну и ту же форму снова и снова. Подросток может часами изучать песню на музыкальном инструменте, пытаясь довести ее до идеала. Ну или вспомним нас, когда мы, например, учим какой-то новый язык, сколько нам нужно усилий и времени, чтобы закрепить новые фразы. Я, например, когда слышу какое-то новое слово на французском, повторяю его раз, наверное, по 10, а то и больше, чтобы вписать его в свой словарный запас. Ну и мы уже сейчас знаем, что с точки зрения нейронауки повторение — это главный механизм, благодаря которому мозг учится и закрепляет новые навыки. Эта тенденция напоминает нам о том, что глубина и мастерство не возникают быстро, они требуют времени и повторения. Дальше поговорим о точности и контроле ошибок. Если я сейчас вам задам вопрос о том, как вы относитесь к собственным ошибкам, наверняка в голове всплывет какой-то болезненный опыт, из-за которого вы когда-либо краснели. Ну и перед вами сидит человек, который уже многие годы учится менее критично относиться к собственным ошибкам. Я думаю, что многие из нас такие. Та система, в которой выросло большинство из нас, вот эта система красной ручки, она, конечно, не учит ни самостоятельному поиску ошибок, ни их исправлению, ни обучению через это. Помните, акцент всегда делался именно на том, что у нас не получалось, именно ошибки выделялись, подчеркивали, за них ругали. И таким образом зерна нашей человеческой тенденции к точности и желанию самосовершенствоваться проросли вот в такой среде, в среде красной ручки. В целом, конечно, можно сказать вообще спасибо, что хоть как-то проросли, но хорошая новость заключается в том, что можно по-другому. Например, в Монтессори-школах нет оценок, а главный фокус ставится именно на усилия ребенка. Но можно же выделить самую красивую букву в строчке, а не перечеркнуть то, что не получилось. Но я, наверное, сама на всю жизнь запомню пример одного Монтессори-педагога, дочери которой сдавали свой первый экзамен в жизни только при поступлении в университет. То есть она сознательно меняла школу, даже и страны для своих детей, чтобы им это обеспечить. Вот настолько для нее было важно, чтобы они не имели опыта взаимодействия с оценками. И, кстати, нужно сказать, что эти экзамены они сдали очень успешно. Вообще, в целом, каждый Монтессори-материал позволяет ребенку самому заметить ошибку. Например, если цилиндр не помещается в отверстие, то ошибка видна сразу самому ребенку. Это, конечно, дает опыт той самой самокоррекции, и он исправляет ошибку сам. Если говорить о точности шире, она, конечно, важна и взрослым в планировании, в работе, бюджете, формулировании мыслей. И, по сути, речь идет о нашем
врожденном стремлении к самосовершенствованию и о том, в какой среде этому стремлению дают расти. Дальше поговорим о воображении и абстракции. Мария Монтессори подчеркивала, что воображение ребенка должно опираться на реальный фундамент. И подлинное воображение возможно только при богатом сенсорном опыте. И поэтому в Монтессори-классе, например, от 3 до 6 лет, все сенсорное, и все изучается именно через органы чувств: и язык, и география, и математика, и так далее. И, на мой взгляд, это один из лучших подарков, который мы можем сделать мозгу ребенка, наравне, конечно, с контактом с природой и нашей собственной внутренней работой. Ну а в целом фантазии, не связанные с реальностью, не развивают мышление, а уводят ребенка от понимания мира. Здесь важно напомнить о пагубном воздействии экранов на мозг маленького ребенка. Для Монтессори воображение — это фундамент научного мышления. Ученый фантазирует о решении, которого еще не существует. Таким образом, активность воображения растет постепенно, то есть от сенсорного и символического уровня в раннем детстве к все более и более сложному, абстрактному творческому воображению в школьном, подростковом и взрослом возрасте. Дальше поговорим про коммуникацию. Это наша врожденная тенденция взаимодействовать с другими, выражать себя и понимать другого. Это потребность делиться, договариваться, обсуждать, задавать вопросы. Ну и, конечно, мы вспомним, что Аристотель говорил о том, что человек — это социальное существо. Ну и знаем, что мы друг другу все-таки нужны, даже если периодически нам хочется друг от друга спрятаться. В целом коммуникация начинается еще до первой речи. Ребенок слышит голос матери в утробе и затем узнает его после рождения. Ну а позже для него, конечно, невероятно важен зрительный и телесный контакт с родителями. О теме здоровой коммуникации мы еще будем говорить в подкасте в будущем. Духовность. Вот я сама помню, как отчетливо в моем подростковом возрасте возникли вопросы, кто я и к чему я принадлежу. Это было выражением моей потребности понять мое место во Вселенной. Кто я, почему мир так устроен, что для меня важно, смыслы, красота, Бог, любовь, религия, ну или ее отсутствие, ценности, поиск смысла, боль и рост — все это можно отнести к духовности человека. Этот поиск может выглядеть, конечно, по-разному, но сам вопрос сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Монтессори считала, что эти качества помогают ребенку адаптироваться и чувствовать принадлежность к группе, обществу, культурной и природной среде. Эти качества позволили древнему человеку выжить и эволюционировать, исследовать среду, искать ресурсы, объединяться в группы, создавать орудия, строить поселения. Если человек рождался и рождается по сей день с этими тенденциями, то логично нам с вами сегодня предположить, что будущее поколение — это наши дети и внуки — будут рождаться с теми же внутренними программами, ну или тенденциями человека. Ведь человеческая природа остается устойчивой, несмотря на быстрое изменение мира вокруг нас. Чтобы пойти чуть дальше в своих поисках, я спросила у друзей и знакомых, какие качества, по их мнению, будут важны для человека будущего. Ну и мне было также любопытно посмотреть, совпадет ли интуитивное ощущение людей с тем, что Монтессори описывала как вот эти самые тенденции человека. Надо сказать, что результаты меня поистине затронули, потому что для 90% опрошенных этими качествами являются эмпатия, эмоциональный интеллект и доброта. Хочется всех обнять. По моему мнению, эти цифры, конечно, показывают, насколько нам, как обществу, сейчас не хватает уважения к границам, умения слышать друг друга, понимания эмоций, способности учитывать других людей, вести диалог. Ну и нужно отметить, что как педагог и директор школы я ставлю эмоциональную работу на один уровень с академическими знаниями. Это уже не какой-то плюс к программе, а такая новая норма, ну, или должно стать этой новой нормой. В этом опросе также упоминались адаптивность, критическое мышление и изобретательность. Ну и наверняка адаптивность вышла на первый план из-за быстрых изменений, с которыми мы живем бок о бок, и нашей острой потребности уметь с ними сосуществовать. От себя очень хочется добавить качество, которое, как мне кажется, часто отходит на второй план — это ответственность. Сегодня мы лучше понимаем наши личные границы,
наше право на нет, ценность комфорта, и это очень важно, конечно. Но, на мой взгляд, важно не допустить некого перекоса, когда никто ни за что не отвечает, а любимая игра — это найти виноватого. Хочу напомнить, что человек способен брать на себя ответственность, делать сложные вещи и решать комплексные задачи. И здорово, если в детстве у него была возможность это практиковать. Когда мы говорим о Монтессори-подходе, мы часто говорим о свободе и самостоятельности. Так вот, мне слабо верится, что без взятия на себя ответственности или без обучения этому эта самостоятельность возможна. Ну и чтобы дополнить свое исследование, я также спросила мнение чата GPT о том, какие качества, на его взгляд, уже будут важны для человека будущего. Ну и угадайте, что он поставил на первое место. Эмоциональный интеллект. И он говорит о нем как о способности понимать свои эмоции и эмоции других, сочувствовать, сотрудничать и строить здоровые отношения. Затем он говорит о гибкости и адаптивности. На третье место ставит критическое мышление и системное видение, то есть умение анализировать поток информации и видеть взаимосвязи. Также он говорит о креативности и инновационности. Затем он упоминает осознанность и саморегуляцию, как умение заботиться о своем психическом здоровье. На шестом месте у него этичность и социальная ответственность, как понимание последствий своих действий. На седьмом — межкультурная компетентность, как способность взаимодействовать с людьми разных культур. И на восьмое место ChatGPT ставит навыки сотрудничества с новыми технологиями, то есть умение использовать искусственный интеллект, а не конкурировать с ним. Человек будущего наверняка такой же, как и мы с вами по своей натуре. Конечно, он будет все больше и больше на «ты» с технологиями, которые все более гармонично будут вписываться в его ежедневную жизнь. Но от этого он не потеряет все то, с чем каждый из нас рождается и будет рождаться. И наша задача как родителей, ну или будущих родителей и педагогов — это создать нужную среду. Создать нужную среду, выстроить мостики к пониманию, быть надежным взрослым и тем, кто интересуется. А как это у тебя? Ведь с годами течение жизни несет нас туда, откуда начинаешь говорить: «А у нас было лучше». И вот эта пропасть между поколениями все растет и растет сама по себе, если с ней ничего не делать. А если мы тренируемся оставаться открытыми и интересующимися, готовыми соединяться с другими нашим человеческим, даже тогда, когда это сложно, то эта пропасть зачастую уступает место живому интересу, теплу, а иногда и восхищению. В следующей части мы с вами поразмышляем о роли школы будущего. Мне будет интересно получить ваш фидбэк, что вам сегодня откликнулось, с чем вы, возможно, не согласны. Ну и самое главное, какие качества важны для человека будущего, на ваш взгляд. Оставайтесь на связи. Пока.